Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич. Всем добрый день. МИД Казахстана провел встречи с послами стран ЕС после атак БПЛА на нефтетанкеры в Черном море. Борис Леонидович, два вопроса. Почему не вызвали посла Украины и реально ли угроза для мировой энергетики? Ну, давайте по порядку. Что касается того, что не был вызван на собеседование посол Украины, на мой взгляд, по-восточному прагматичный подход. Нет смысла разговаривать с подчиненными, когда можно говорить с руководством. Кто занимается операциями с беспилотными катерами в Черном море, известно, это Британия. Какой смысл разговаривать с послом киевского режима? Да, они исполнители. Но решения принимают не они, то, что используются их руки, ну хорошо. Так сложились обстоятельства. Тратить время на то, чтобы у исполнителя спросить, а почему ты выполняешь полученный приказ, но он ответит, потому что такой был приказ. Или что-нибудь дипломатически округлое. Так что с этой точки зрения, ну зачем же лишнее время работы отнимать у МИДа? И так хватает о чем заботиться. Что касается того, как все это может отразиться на мировом рынке нефти, ну, тоже достаточно понятно. Будут опасения, непоступления того объема нефти, который поставлял Казахстан, условно, очень условно, на экспорт по этому маршруту, да, может сказаться. Надеюсь, описывать ситуацию, что произошло. Были атакованы два танкера, шедшие на загрузку, то есть они были пустые. Поэтому экологической катастрофы, пожаров не случилось, человеческих жертв нет. Один из танкеров был зафрахтован компанией «Шеврон», один из танкеров был зафрахтован государственной компанией «Казмунайгаз». Соответственно, теперь они не придут на заправку, и, соответственно, возникает целая цепочка проблем, которые неизбежны просто. Это и рост фрахта, и рост стоимости страховок, и очевидные проблемы, которые начались еще в декабре с объемами добычи. После того, как было уничтожено второе выносное перегрузочное устройство на КТК, э, порядка 30% объемов добычи в Казахстане потеряли. Я подчеркиваю, в Казахстане, не Казахстан. Ой, опять же, не будем перечислять. Я надеюсь, что оператор напомнит, как выглядит состав акционеров трех основных месторождений, трех китов, как говорят в Казахстане. Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. Это международные проекты, это международные консорциумы, где доля государства Казахстана весьма и весьма невелика, в пределах 20%. Все остальное – это титаны мировой нефтяной промышленности: Exxon, Chevron, Eni, BP, Shell и так далее, и так далее. Для меня самое удивительное то, что мы не видим, не слышим, может быть, где-то в закрытых источниках можно найти, но такой возможности у тех, кто наблюдает со стороны, просто нет. Нет никакой реакции со стороны как раз тех компаний, которые теряют деньги в значительно большем объеме, чем теряет Казахстан. Сейчас, по подсчетам экспертов, то, что происходит вокруг КТК для государственного бюджета Казахстана, порядка минус 1,5 миллиарда долларов. Но я повторяюсь, это налоги и что-то в пределах 20% долевого участия. Соответственно, потери самих нефтяных компаний, ну, раза в два больше, как минимум. Но они молчат. И возникает вопрос, а что на самом деле происходит? Проблемы именно на межгосударственном уровне или это те самые титаны мировой нефтяной индустрии вот таким странным способом выясняют отношения между собой? С одной стороны, основной акционер – это «Шеврон», с другой стороны, доли, ну, допустим, того же «Шелла» не так велики, это англо-голландская компания, если помните. Может быть, проблема в этом, если там пытаться еще какие-то конспирологические версии придумать. Ну, напомню, что в самом КТК есть доля компании «Лукойл». Она не находится под санкциями, как сам проект КТК, но тем не менее «Лукойл» находится под санкциями. Сейчас Министерство финансов продлило возможность торговать зарубежным имуществом «Лукойла» до конца февраля.
Может быть, это намек на то, что вот эта доля в КТК должна стоить просто минимум минорум. Ничего личного, только бизнес. КТК не работает, акции на дне, выкупаем акции Лукойла, дальше перепродаем, уже в прибыли. Или не перепродаем, увеличиваем контроль. Напомню, что отгрузки через КТК со стороны Казахстана, это более 60 миллионов тонн, это достаточно серьезно. Напомню, что КТК – это не российский проект, это не казахстанский проект, это проект международный. Международный консорциум предложил вот такой маршрут, международный консорциум инвестировал в этот проект. То, что Транснефть стала оператором КТК, ну, как бы естественно. Если основной участок проходит по территории России, разумеется, Транснефть. Можно ли Транснефть выдавить из числа акционеров? Думаю, что вряд ли. В противном случае возникают вопросы, кто будет управлять всей этой работой. Вот такая не очень понятная обстановка. Может быть, какой-то вариант «Северные потоки номер два», добиться того, чтобы не работало, а потом как можно дешевле выкупить у всех, кто почувствовал урон для своего экономического интереса. Может быть, вот так. Но что делать самому Казахстану в этой обстановке? Быстро перенаправить куда-то нефть по другим маршрутам. Напомню, что у Казахстана есть возможность поставлять нефть в Китай. Там мощность порядка 15 миллионов тонн в год, но по действующим контрактам 12 миллионов тонн поставляет Россия. То есть туда втиснуться можно. Но это будут другие цены, не те, к которым операторы казахстанских китов привыкли в Европе. У Китая столько не выторгуешь, прямо скажем. Это один момент. Второй момент. Китай будет понимать, что джентльмены находятся в нехорошей ситуации, поэтому, разумеется, будут давить вниз. И на то, чтобы найти клиентов, которые будут покупать нефть по этому маршруту, тоже требуется время. А время играет не в пользу добывающих компаний, не в пользу Республики Казахстан. Все несут урон. Перенаправить нефть в сторону России, в сторону дружбы, но не с тем, чтобы она уходила в Германию. Там тоже надо, если говорить про Германию, тоже надо успеть договориться, какие объемы она способна взять, что у них там по деньгам и так далее. Договориться с Транснефтью, заказ на транзитные мощности, тоже процедура. Можно уходить в наши балтийские порты с казахстанской нефтью. Но это опять требуется время. И если говорить об этом направлении, это нужны новые покупатели, это нужно решать вопросы в наших нефтяных портах и так далее, и так далее. Вот такая ситуация. Снижение объемов добычи – это перевыполнение всех обязательств по сделке ОПЕК+. Но все, что ОПЕК+, по этому поводу может сделать, это похвалить, что вы молодцы. И все предыдущие нарушения, когда вы превышали свои квоты, вы сейчас компенсировали целиком и полностью, вы молодцы. Вот все, что могут сказать в ОПЕК+. Так что, ну, прежде всего, тяжелая обстановка именно для Казахстана, тяжелая обстановка для всех, кто участвует в добычных проектах на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. И, разумеется, тяжелая ситуация для самой трубопроводной корпорации, Каспийской трубопроводной корпорации. Что не работает перегрузка, соответственно, не зарабатываются деньги. Ну, вот как-то так. Что делать с той публикой, которая направляет эти беспилотные катера в сторону КТК? Ну, может быть, вот на том совещании, которое МИД провел, вопросы были заданы, когда и как будут получены ответы. Есть большое подозрение, что в открытых источниках информации мы это не увидим и не услышим. Напомню, что проект КТК не находится ни под какими санкциями. Казахстан подчеркнуто нейтрален. Больше того, мы неоднократно слышали заявления от руководства Казахстана, что они поддерживают режим санкций в отношении России. Мы это слышали, еще раз повторяю, мы это слышали, мы это слышали. Казахстан подчеркнуто нейтрален, тем не менее, вот сейчас несет потери. А с учетом того, какую роль играют поступления от экспорта нефти для Казахстана, ну, это могут быть, если ситуацию не выправить, могут быть проблемы для курса национальной валюты. Это отразится не сразу, потому что, так скажем, лаг от начисления налогов до их зачисления на счета месяца два.
Но к марту могут начаться проблемы еще и вот в таком разрезе. Нам это совершенно не надо. Что нужно делать? Выстраивать какую-то систему защиты в Новороссийске, придумывать какие-то заградительные там, не знаю, ПВО выставлять, еще что-то. Ну, может быть так, но тогда надо обращаться напрямую к России. Замечательным иностранным компаниям, добывающим нефть в Казахстане, вот такое обращение за помощью к России – это попадание под санкции со стороны государств США. Крайне занимательная ситуация, такой многоуровневый тупик, как из него выбираться, я не очень представляю. Борис Леонидович, каков урон Российской Федерации от атак на КТК? Но я напомню, что по этому маршруту наша нефть проходит на экспорт порядка 6 миллионов тонн, при учете общего объема добычи порядка 550 миллионов тонн. Назвать урон значительным трудно. И дополнительно, я не знаю, как к этому относиться, положительно или отрицательно, основной объем нефти, который по этому маршруту ушел, добывался компанией «Лукойл» на шельфовых месторождениях в Каспийском море. На буровые платформы атаки были, и, насколько можно судить, добыча была просто прекращена. «Лукойл» нашел, видимо, какие-то другие варианты, но с учетом того, что подобного рода информация нашим Министерством энергетики засекречена, сказать сложно. Но то, что «Лукойл» может направлять нефть внутрь России на наш внутренний рынок с тем, чтобы компенсировать потери в экспорте на других добычных проектах у него на территории России более чем достаточно, я думаю, что здесь проблем нет. Прямой урон получает Транснефть. Нет перегрузок, нет оплаты транзитных услуг. Ничего хорошего в этом тоже нет. Потерянные прибыли, ну, попробуйте посчитать. Я арифметикой на ходу тоже не очень хорошо занимаюсь. Если порядка 80 миллионов тонн общий объем прокачки через КТК, транзитный тариф порядка 0,5 доллара США за баррель. За баррель. Там тонны. Вот тут надо на ходу успеть пересчитать. Дальше смотрим на то, какая доля, у Транснефти, вот вычисляем прямой урон. Тем более, что КТК с декабря месяца не работает на полную мощность. На плановый ремонт вышло третье, ВПУ номер 3, выносное перегрузочное устройство. Ремонт не завершен, потому что сейчас волнение на Каспии, на Черном море до 6 баллов. Такую погоду ремонтировать ничего невозможно. Ни один инструктор по технике безопасности не допустит выхода ни техники в море, ни тем более людей. Второе выносное устройство вынесли. Вот та степень загрузки у КТК, которая сейчас возможна. Тем более, что в связи со всеми этими перебоями есть подозрение, что весь резервуарный парк использован, то есть нефть залита во всей емкости, как ее теперь отгружать, какие будут перебои. Ну, опять же, было бы мирное время, разрешило бы нам Министерство энергетики об этом знать, можно было бы разговаривать. Но Министерство энергетики считает, что это секрет, поэтому в очередной раз присматриваемся к тому, что будет публиковать Reuters, Bloomberg и прочие Financial Times. Это намного адекватнее, чем прочитать новости от нашего родного Министерства энергетики. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.